Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Медамид. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк, проходная прокачиваемая ветка 9 левела, объект 257. Да, читерский танк из-за своих бортов. Ну и все, мы сегодня полностью его разберем. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Итак, коллижен модель нашего объекта 257. Прошу обратить внимание, какие у нас интересные борта галочкой. То есть у нас косые борта, и они идут до самого центра. Это очень важно, мы сейчас дальше разберем, почему это важно. Касаемо вот в такой проекции танк. НЛД у нас достаточно большой, у нас щучий нос для начала, да. И у нас достаточно большой НЛД, но 205... ну, в районе 200. Определенные танки 8 левела, 8, такие как там, ну, вы знаете, Крайслеры, ИСы-5, 6 будут испытывать на основном снаряде определенные затруднения с бронепробитием этого НЛД. Щучий нос 280, 314, ну, короче, ребята, невероятная броня. В корпусе, ну, сами посмотрите, основным снарядом только если голдой ковырять. Люк мехвода рикошетный, тут в приведенке 510. Теперь башня. Маска орудия 349, 284, 700, 265. Вот здесь рикошет, ну почему такое малое число пишет миллиметров брони. Но в любом случае рикошет. Вот, в целом маска крепкая. Щеки 350, 459, 366, 400, 700, 500, ну, сферическая башня, да. Верхняя планочка у нас 30 мм, приведенки 95. По правилу 3 калибров, соответственно, от 90 миллиметров пушка сюда нам будет забрасывать. Я вам хочу сказать, зона эта достаточно большая. Плюс есть лючки 159, 157. Вот здесь лучше не стрелять. Здесь тоже лучше не стрелять. Целить надо именно вот в эти сами лючки. Ну и в плашечку, верхнюю планочку над стволом и маской. Но, ребят, 94 в приведенке, это беда. Теперь по поводу гнутых бортов галки. В чем прикол? Когда вы видите танк 257 в этой проекции, ему ни в коем случае нельзя стрелять в нижнюю часть. Так, стоп. Вот, правильно поставил, немного первый раз неправильно. В нижнюю часть, сюда, под фальшборд. То есть ему можно набрасывать только вот под фальшборд и вот здесь. Ниже борта вот этой планки, над гусеничной полки, да, ну, рикошет будет. Рикошет. Угол входа снаряда, если у вас особенно высокий танк, да, и вы будете стрелять куда-нибудь сюда, высокий танк, 100% не пробьете. Если низкий приземистый танк, еще есть шансы. Но если высокий, нет. Надо стрелять вот сюда. Да, здесь 193, немало. И причем это же, ну, это немало. Но в любом случае, ну, пробьете. Читерский танк по корпусу, прям невероятно. Вот, танкует от борта, в принципе, нормально, за исключением вот этого места. Подставляет чеку, но здесь все равно в приведенке 254. 232, если вот так будет перекручивать, 230. Опять же, сюда надо стрелять, одноклассники, либо там, если вы играете на 8 левеле, да, голдой. Обычным типом снаряда есть вероятность, что не пробьете щеку. Ну а сюда стрелять просто бесполезно. Просто бесполезно. Вот такая вот броня. Касаемо основных модулей. Обязательно качайте топовый двигатель. Обязательно качайте топовую ходовую, топовую рацию. Это даже не обсуждается. Вот. Далее. Ну, тут выбор небольшой. У нас в конце будет топовая башня, топовое орудие. Давайте посмотрим, что на этом танке за топовое орудие, что, собственно, нас, так сказать, ждет. А ждет нас следующее. У нас 122 миллиметровка БЛ-13-1А. 440 альфа на основном и голдовом снаряде. 530 на фугасе. 248 на основном, 315 на голде, 68 на фугасе. Пушка при такой альфе заряжается 13 секунд.
Вот, ДПМ у нас 2000, разброс 0,4, не самый хороший, да, точность. И время сведения тоже не самое комфортное, 2,9 секунды. Но это танк прорыва ближнего боя, поэтому по полевой модернизации во втором блоке качаем вездеходную ходовую, в четвертом блоке перетирку шестерни наведения, в пятом блоке звукоизоляцию, в шестом блоке второй слот. Ну, если будете катать без турбины, как я, да, берете, конечно, огневую мощь. Если собираетесь катать, не знаю, без стаба на турбине, ставьте, конечно, мобильность. В седьмом блоке перераспределение энергопитания. По оборудованию рекомендую на этот танк, естественно, ставить закалку, досел и стаб. Здесь стаб очень важен, но я знаю, многие на нем, как медленные машины, да, катают на турбине. Я, честно говоря, даже не представляю, вместо чего тут турбину ставить. Но либо закалку убирать, либо убирать стаб. По снарядам. Основной снаряд у нас подкалиберный, а скорость полета хорошая, 1259 метров в секунду. А вот голда у нас летит по нищему, 900 метров в секунду, и это кумулятивный снаряд. А фугасы, ну там вообще даже говорить нечего. Ребят, 700 метров в секунду. Нафиг они в боекомплекте вообще не нужны. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель ставьте. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам и минусам. Реально читерская машина. Из-за корпуса мы с вами броню смотрели, а из-за своего борта. Неопытные танкисты часто этой машине как раз стреляют ниже над гусеничной полки. Очень часто банально эту машину не пробивают. Да. Все зависит от того, какой у вас танк, высокий или низкий, когда вы будете стрелять по этой тачке. В целом мы сейчас говорим, мы прокачали эту машину, и как на ней вообще играть, хорошая она, плохая. Танк прорыва играется на первой линии. У нас хорошая броня в корпусе, у нас невероятно крепкий щучий нос, невероятная верхняя часть ВЛД, да и НЛД тоже неплохой, в зависимости от того, как танк будет стоять, да. Касаемо огневой мощи, у нас хорошая альфа, но пушка немного долго все-таки заряжается. Хотя вот уже при таком оборудовании и таком не самом лучшем на самом деле экипаже у нас 9,5 секунд, что уже в целом-то для такой альфы неплохо. У нас хороший основной снаряд с точки зрения хорошей скорости полета. Голдовый, конечно, привыкать к нему надо, да. Но самое страшное, касаемо огневой мощи, у нас танк, по сути, чисто для городских карт, потому что УВНов у нас, ну, просто нету, ребят, минус 5. На рельефных картах просто попа сгорит на нем играть против врагов, да, когда у вас ствол всегда будет смотреть в небо. Я из-за этого не люблю эти советские машины. Вот. Время сведения улучшилось до 2,6 более-менее, а точность стала, ребята, 0,36. Это уже точность ближе, ну не знаю, к среднему танку, но не к тяжелому, да. ДПМ 2500. Это касаемо огневой мощи. По ХП у нас на закалке все хорошо, как для 9 левела 2090 очков прочности. Нормально, учитывая наше бронирование. По мобильности максимальная скорость вперед 50, назад 15. Вот, мощность у нас двигателя 850 лошадей, а уделка у нас 15, ну 15 почти с половиной лошадей на тонну, что себе вполне себе годно. Неплохо едет данный агрегат, неплохо. Подвижность у него в принципе меняемая. По обзору 439 метров, и это, кстати, неплохой результат, как для тяжелого советского танка. Еще раз, ребята, это танк прорыва. Играть надо от брони в размен, от альфы, то есть в упоре. Ни в коем случае не средняя дистанция, а играть надо стараться на нем все-таки в упоре. И попади вы на этой машине на рельефные карты, там, конечно, ай-яй-яй. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, на что, собственно, эта машина способна. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас объект 257. Советский тяжелый танк 9 левела. Ну вы поглядите сколько. Бабахи 2 напротив. Фош. Ну, да. Очень рендом изменился в последнее время. Очень. 2 кобры у них. Жесть. Просто жесть.
Это просто жесть. Фошек стоит в своих кустиках. Получай, негодяй. И еще получай, негодяй. Че, 277 совсем расстроился.
А куда он делся? А где фошек наш? Где-то спрятался? Чар Футуру его что засветит? Вот дает. Артовод-то где спрятался где? А там и второй. А там и фошек. Без головы, без ножек. А кой ты собрался, родной? Ну, ребят, 4К суммы есть. Преследуем фаша. Все, убили. Так, кто у них? Бабаха остался. Кстати, фуловая. Можем еще пострелять. Едем. Не, ну 4К уже неплохо. В бою против топовых десяток-то, а? На девяточке на советской. Нам бы еще пару тычек бы. Ну, пару, наверное, вряд ли. Хотя бы тычку дать. Ух ты. Ты, гля, я даже выстрелил. Забрала, ребята. Забрала, все, насветили. Мы еще косарь 160 насветили. Итого 5. 5200 суммы. Ну, блин, она пробила, забрала, а? Вот гадина. Вот гадина на бабахе. Ну ладно. Все равно сойдет. Я даже не успел выстрелиться. Да я дольше сводился, пацаны, чем бабаха. Надо было стрелять в корпус. Сейчас бы и насветил бы, еще тычка была бы. Но танк на самом деле кактус. По хорошему счету. Два. Этот наш... Ой, ребята. Никак все не выздоровлю. Обзоры пишу, а еще болею до сих пор. Ладно. 2.5.7. Хреновое орудие на самом деле. Третье место мы по урону взяли. В бою против десяток. Ну, скорее повезло, нежели чем постоянный такой настрел. Ну, шучу, конечно. Броня у него есть достаточно неплохая. Вот. Особенно в борт этому танку вот так стрелять нельзя. По пятибалльной системе 4 с минусом, 3 с плюсом. Больше эта машина не заслуживает. В боях этих танков мало и по понятным причинам. Ребята, у кого есть в ангаре 2.5.7, пишите свои комментарии, как вам этот танк. Как по мне, реально танк кактус. В первую очередь из-за своего орудия. В первую. Вот. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.